Здравия! Самая частая задача — перевести крипту с биржи на биржу или на кошелек. Программными мультикошельками не советую пользоваться. Уровень кидалова зашкаливает. Есть по сути только Trezor, который можно купить только за бугром. Витает мысль, что требуется самому спрограммировать кошелек для хранения криптобаксов, а может даже и сделать подобную железную версию, поскольку главная проблема отрасли — где хранить криптобаксы. С биржами проблема со скамом самих бирж, а нативных программных кошельков от эмитентов криптобаксов что-то нет. Подробнее о видах кошельков было в ролике «Вся правда о криптокошельках». Как всегда, самую ценную информацию никто не посмотрел. Не удивляйтесь, что вас кидают в этой теме. По сути, самый безопасный мультикошелек — это биржа. У нее, по крайней мере, есть служба поддержки. А попробуйте дописаться до MetaMask, например, с которого постоянно воруют средства. Пока биржа не скоманется, это самый безопасный и дешевый способ хранения всего подряд. С кошельком все просто. Там обычно просто адрес кошелька указываешь, куда переводить. А с биржами все немножко по-другому. У них бывает, что адрес для вывода некоторых активов общий или динамический, требует уточнения получателя. Обычно это поле мема или текст, или еще как-то так называется. Если увидите какие-то цифры на получателе перевода, обязательно заполняйте. Или есть шанс потом мучиться с поддержкой биржи. Обычно деньги возвращают. То есть заходим туда, куда собираемся переводить крипту, и смотрим, что там с адресами. Везде все одинаково. Давайте покажу на одной из бирж, на которой торгую, и у которой рабочий P2P с билетами Банка России, или в простонародье рублями. Очень часто баланс поделен на торговый и накопительный. У накопительного обычно есть функции ввода и вывода, а все остальное часто внутрибиржевое, типа перевести на торговый с накопительного или положить под проценты. Самый простой способ перекинуть деньги — это, естественно, USDT. Самое важное — это сеть перевода. У USDC это проблема майнеров, а с USDT требуется напрягаться. На кошельке потребуется монета сети, через которую пойдет перевод для оплаты комиссии. Монеты живут в разных сетях, то есть если укажете не ту, то деньги потеряете. Правда удобно, все для людей. А на биржах эта тема скрыта от пользователя. Достаточно указать сеть, а списание средств за комиссию они проведут сами. Советую пользоваться сетью TRC20, TRX Tron, она же Tron20. Она есть везде, и комиссия за перевод криптобакса USDT составит $1. USDC популярен для хранения на кошельках, но биржи им не пользуются по сути. Но также проблем не будет. Еще разок небольшую комиссию заплатите при обмене на USDT. Или купите требуемый актив за USDC. Везде все по-разному, но часто торговых пар к USDC меньше. И торговых объемов или ликвидности. Бывает и цены различаются. А вот если речь идет о какой-то мелкой сумме, то можно перевести через саму монету TRX. Комиссия при этом составит что-то в районе $0,1-0,2, в зависимости от цикла в крипте. Но крайне советую покупать на дне волны и продавать лимитным ордером на росте. Бывает проблема с ликвидностью на биржах, даже, казалось бы, на крупных. И речь может идти реально о копейках типа $10. Качнете график вниз при продаже. Способ этот общий для всех монет, но в основном либо USDT перекидываю, либо TRX. А когда нет выбора или нельзя фиксировать минуса в доллар, то конкретной монетой перевожу. Главное, чтобы она была на получателе в требуемой сети. Так что идем на биржу или кошелек и смотрим, какие там требования. Если поле мема на бирже, копируем адрес кошелька и вставляем туда, откуда будете переводить. Обязательно проверяйте, что вставилось. Очень актуально для дырявой помойки под названием Windows ловить вирусы, подменяющие адреса на мошеннические. Если хотите плотно заниматься темой, то есть только разные варианты Linux. Все остальные операционки прослушиваются спецслужбами и льют данные. Смартфоны в том числе. А винда последняя вообще раз в 5 секунд делает снимок, производит анализ происходящего и отсылает куда следует. Уже даже шифрование данных для отсылки не спасет. Гондоны, что я еще могу сказать? Заплати бабки, чтобы за тобой следили.
Далее отправляем перевод. Если есть потребность, можем получателю отправить номер транзакции или ссылку для отслеживания, она ниже будет. Когда несколько майнеров или майнинг-пулов рассчитают новый блок и сообщат о подтверждении транзакции, а они часто разные по количеству и времени, то перевод будет доставлен. И самая большая радость, что в отличие от устаревшего SWIFT, теряющего ежегодно до 5% переводов, в крипте гарантируется стопроцентная доставка платежа за счет децентрализации расчетов. Главное не накосячить при заполнении данных. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всенру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.